Ночью двор многоэтажки был почти пуст. С фонарей падали узкие желтоватые лучи, где-то скрипнула качеля, где-то поскулила у ног прохожего собака. В одном из дворов играли дети. Кто-то гонял мяч, кто-то прятался за колоннами старых клумб. Младший сын Елены, мальчик по имени Петр, бежал по пятам за товарищем и, судорожно обогнув угол подъезда, вдруг притормозил. На асфальте, между трещинами и крошками от булыжника, что-то странно шевельнулось. Сначала он подумал, что это червяк. Маленький, короткий, влажный, как многие после дождя. Но приглядевшись в свет фонаря, мальчик увидел, что перед ним не совсем обычное существо. Туловище покрывал тонкий ворс, словно пыльной серой шубки, а с одной стороны торчали крошечные ушки. Оно было настолько маленьким и хрупким, что Петр осторожно наклонился и поднял его на ладонь. Существо тихо пискнуло и уткнулось в его палец носиком. Теплым, влажным, почти как у щенка. Пете сердце подпрыгнуло. Он жил в обычной московской многоэтажке, где за всю его жизнь встречались бродячие коты, иногда голуби и даже один раз ежик, но ничего напоминающего это крошечное создание он никогда не видел. Сжимая ладонь в руке, он побежал домой. Домой к маме. Елена отнеслась к происшествию скептически. Вечерние заботы, усталость на работе, кипящий чайник – все это сначала подавило эмоции. «Наверное, выбрось, Петр, в мусорку подальше от подъезда, не тащи домой всякую заразу», – сказала она, глянув на мокрую ватную грудку на ладони сына. Но когда мальчик поставил ладонь ближе, и существо скрутилось в клубочек и едва слышно застрекотало, в глазах Елены вспыхнуло что-то иное. Она помнила, как однажды в детстве спасла брошенного щенка, и это чувство не отпускало ее. Нельзя было просто выбросить. «Подержи несколько минут, пока я не принесу коробку», — сказала она, и, не ожидая ответа, помчалась на кухню. Вернувшись, она наспех соорудила укромный уголок. Картонная коробка, мягкая ткань, немного теплой воды и капля детской молочной смеси. Пустячок, но сердце женщины просило действовать. Семья сначала смеялась над Петькойной находкой. Папа перебил шуткой про червяка-целитель, старшая сестра отмахнулась. «Да брось, это картинка на фоне лужи, кто его знает?» Но спустя пару часов, когда маленький гость прильнул к пальцу и будто в ответ на техничную заботу тихонько причмокнул, смех смягчился. На следующий день все уже собрались у коробки. Каждый на свое время приносил еду и теплую тряпку. Кто-то искал информацию в интернете, кто-то давал советы по уходу. Так зародилась история, которая изменила их дом и их сердца. Поначалу существо действительно походило на котенка без хвоста. Горячие носики, тусклые глазки, крошечные лапки. Но было в нем что-то неуловимое. Уши оставались необычно маленькими, тело более округлым, а вместо привычных для кота боковых лап у него были тонкие перепончатые складки, как будто кто-то сделал детскую игрушку из беличьего силуэта. К тому же оно не мяукало, как котенок, а издавало едва слышные щебечущие звуки, похожие на трель. По мере взросления расплывались догадки и домыслы. Кто-то предположил, что это редкая порода кошки, кто-то будто шутил про дикого зверька из фильмов, но большинству было ясно, с этим существом надо обращаться бережно. Елена и ее семья не знали, чем кормить малыша, поэтому сначала кормили его разведенной детской смесью из пипетки. Он сосал неумело, издавая слабые звуки, и таил в себе нечто очень трепетное. Каждая капля молока была для него питанием и надеждой. Прошли недели. Серое ворсистое тело, которое еще недавно выглядело как бесформенный клубок, начало определять контуры.
По мере роста на его морде проступили нежные полоски, шерстка стала гуще, хвост удлинился и приобрел пушистость. Но странность ушек и загадочная складка по бокам оставались. Семья записывала изменения в блокнот. Дата, заметки, вес. В интернете они находили похожие фотографии. И там, среди фото дикого мира, мелькнули кадры австралийских сумчатых зверьков, сахарных сумчатых летяг. Сравнение было шокирующим. Крошечные глаза, шерсть, форма тела. Все совпадало. Сахарная летяга? Как она могла оказаться во дворе многоэтажки в их районе? Это было загадкой. Елена строила догадки. Может, кто-то привез ее нелегально, якобы карманного зверька, но испугался и выбросил. Может, это сбежавший питомец из частного дома. Может, приехал по ошибке из зоопарка на грузовике с контейнерами. Вариантов было много, но пока никто не мог дать точного ответа. Главное было другое. Малыш рос и креп. Он легко подружился с Петром. Мальчик был готов сидеть часами у коробки, играя с крошечными лапками и наблюдая за тем, как животное пытается изучить мир. Как только летяга подросла настолько, чтобы проявить свои природные способности, дом превратился в настоящий театр удивления. В один ясный вечер, когда в комнате было тихо и дети готовились ко сну, зверек впервые расправил тонкие боковые мембраны, тонкие, почти прозрачные складки кожи, которые тянулись от запястья до бедер, и сделал первый осторожный планирующий прыжок с дивана на кресло. Казалось, время остановилось. Он двигался не как обычный прыгающий зверек, а как будто парил. Его движения были плавными, изящными, и в глазах всей семьи было одновременно и страх, и восхищение. Первые полеты были короткими, но учебными. Летяга – существо осторожное и расчетливое, и он учился доверять людям. Петр часто тренировался с ним, ставил несколько мягких перин по комнате, создавая полосы, через которые зверек мог планировать. Семья соорудила для него специальный уголок с ветками, плоскими лежаками и мягкими сетками, чтобы он мог лазить и отрабатывать маневры в безопасной среде. Между тем появился и практический аспект заботы. Оказалось, что летяги требуют определенного рациона. Елена связалась с ветеринарной клиникой и узнала, что сахарная летяга – это насекомоядное и фруктово-нектаровое существо, которому нужны белки, фрукты, а также специальная смесь для сумчатых детенышей. Были заготовлены баночки с медовыми сиропами, нарезанные яблоки, насекомые из зоомагазина. По врачебным рекомендациям они оборудовали сумчатый мешок, мягкую, теплую, карманную сумку, где малыш мог удобно устроиться и чувствовать себя в безопасности, напоминая сумку матери-самки. Жизнь семьи изменилась. Утром теперь начинался не с кофе и новостей, а с того, чтобы проверить, все ли в порядке у пухлого сумчатого детеныша. Дети бережно кормили его, учили, как держать тонкие лапки, не натянуть им мембраны. Соседи с интересом заглядывали в окно. Кто-то приносил веточки, кору, кто-то банку яблочного пюре. Из случайной находки малыш превратился в маленькую знаменитость двора. Люди стали приходить посмотреть на чудо, и многие впервые в жизни увидели зверька, простого и одновременно иного, не от мира сего. Однажды вечером к Елене постучал мужчина в форме инспектора по экзотическим животным. Оказалось, что одна из зоомагазинов недалеко от их района недавно закрылась, и у сотрудников были сообщения о возможных нелегальных поставках. Инспектор рассказал, как важно оформить законный статус для необычного питомца и убрать неопределенность. У летяги могли быть особые требования по содержанию, и ее наличие без документов могло привлечь штрафы. Это был важный поворот. Семья понимала, что их спасенный друг сейчас требует не только любви, но и законной защиты. Оформление документов оказалось делом непростым, но выполнимым. Они обратились в профильный приют
и к специалистам из зоопарка, где подтвердили вид животного и дали рекомендации. Так постепенно вокруг истории образовалась сеть людей, готовых помочь. Ветеринар, инспектор, волонтеры. Семья платила небольшую плату и подписывала обязательства. Взамен они получили спокойствие и возможность легально заботиться о своем питомце. Прошли месяцы. Летяга вырос, стал более уверенным и раскрыл свои способности в полной мере. Он бодро скользил из комнаты в комнату, умело используя мембраны как парашют. В теплые вечера он выскакивал на балкон и, пока Петр держал его на мягкой шлейке, планировал на несколько метров, в точности приземляясь на руку мальчика. Соседи иногда смотрели в небо, услышав шелест крыла, и улыбались. Вот он наш маленький летающий сосед. А история происхождения так и осталась не до конца ясной. Возможно, кто-то привез его нелегально из другой страны. Возможно, кто-то осиротил и выбросил. Но куда важнее было то, что теперь малыш имел дом, семью и друзей. В доме царила новая традиция. Каждое воскресенье вся семья выходила на прогулку во двор с летягой, иногда педантично упакованной в переноску, иногда на свободе под присмотром. Люди узнавали друг друга, делились советами, и дворовая жизнь будто обрела новую нить. Нить заботы о тех, кто не может о себе позаботиться. Когда однажды Петр подумал о том, как все начиналось, с простого червяка, найденного между плит, он улыбнулся и сказал маме: «А помнишь, как мы собирались выкинуть его?» Мама прижала его к груди и ответила: «Да, помню, но что-то удержало нас». И правильно. В этот момент летяга, уже почти взрослый, лег у подножья дивана, как будто слушал их разговор, и тихо пробурчал, словно говоря «спасибо». Такая была маленькая история о том, как одно неопытное существо нашло приют в людях, а люди, в свою очередь, нашли в нем новые смыслы, ответственные решения, заботу и радость. Дом они превратили в место, где даже самое странное и неизвестное могло стать любимым, и когда в их дворе проходили поздними вечерами разговоры о детях, о будущем и о доброте, кто-то обязательно вспоминал о зверьке, который когда-то, пролегшим по асфальту, едва заметным привел к новым чувствам и новым урокам.